Он только что вернул себе доброе имя и готовился к новому взлету. Но 26 марта его нашли в пустой квартире. Семья просит о тишине, а полиция сообщает странные детали. В доме не было посторонних, но за 5 часов до финала Ли Сан-бо удалил из своих соцсетей абсолютно все. Что заставило его сдаться в шаге от победы? И почему именно сейчас он решил уйти к тем, кого потерял много лет назад? Досмотрите до конца. Эта история разобьет вам сердце. Весть о его уходе пронзила корейскую индустрию развлечений словно внезапный удар тока. Представьте, актер, который только что прошел через ад публичного скандала, наконец-то отмыл свое имя от грязи и буквально вчера праздновал грандиозное возвращение на вершину. Казалось, впереди только свет, но 26 марта мир замер от страшного известия. В тот день тишину многоквартирного дома в городе Пхёнтхэке нарушил настойчивый стук в дверь. Обеспокоенные родственники, которые не могли дозвониться до Ли Сан-бо, вызвали полицию. Когда офицеры вошли внутрь, они обнаружили пустую квартиру и бездыханное тело артиста. Агентство Korea Management Group до последнего момента отказывалось верить в случившееся, цепляясь за любую надежду на ошибку связи или глупое недоразумение. Но вскоре им пришлось выпустить официальное заявление, которое разбило тысячи сердец. Трагедия произошла в тот самый миг, когда Ли Сан-бо должен был обрести второе дыхание. Судьба словно сыграла с ним в злую игру. На его рабочем столе лежал свежеподписанный контракт, а в руках он держал сценарии новых амбициозных проектов, выбирая свою следующую большую роль. Но вместо съемочной площадки его последним адресом стал траурный зал больницы, а финальным пунктом назначения – мемориальный парк города Чханана. Путь Ли Сан-бо в безжалостном мире телевидения начался еще в 2006 году. Почти 2 десятилетия он отдал индустрии, которая умеет возносить до небес и также быстро забывать. За эти годы он стал родным лицом для миллионов зрителей, снявшись в десятках знаковых проектов. Его искренность в частной жизни и безнадежной любви заставляла аудиторию сопереживать каждому его жесту. Однако настоящий, оглушительный прорыв случился благодаря ежедневным дорамам. Проекты «Мисс Монте-Кристо» и «Элегантная империя» сделали его имя синонимом драматического мастерства. В «Элегантной империи» он воплотил образ Насин Пхиля, человека, чья каждая клетка была пропитана жаждой справедливости и ледяной местью. Зрители восхищались его стальной волей на экране, не подозревая, что сам актер находится в плену куда более жестокого сценария, написанного самой жизнью. Кто мог подумать, что судьба артиста окажется более драматичной и беспощадной, чем любой сюжет, вышедший из-под пера сценаристов? Пока софиты ослепляли его своим блеском на красных дорожках, за кулисами Ли Сан-бо вел изматывающую борьбу, о которой молчали таблоиды. Он мастерски носил маску успешного и востребованного мужчины, но под этой маской скрывалась глубокая трещина, которая с каждым днем становилась все шире. Самый сокрушительный удар судьба приберегла для сентября 2022 года. Тот день начался как обычно, но закончился катастрофой, которая перечеркнула десятилетия безупречной карьеры. Полиция задержала Ли Сан-бо прямо на оживленной улице из-за его, как им показалось, странного и дезориентированного поведения. Первичный тест на запрещенные вещества показал положительный результат. Этого было достаточно, чтобы заголовки газет в ту же секунду взорвались ядовитыми обвинениями. В глазах общества успешный артист мгновенно превратился в преступника. Но за кулисами этого странного поведения скрывалась независимость, а крик измученной души. Ли Сан-бо годами вел изнурительную войну с тяжелейшей депрессией, принимая препараты, которые строго по рецепту выписали ему врачи. Спустя 3 мучительные недели расследование было закрыто. Полиция официально признала его полную невиновность, подтвердив, что в крови были лишь легальные лекарства. Оправдание в суде не означало оправдание в глазах толпы. Даже после того, как все обвинения были сняты,
он продолжал чувствовать на себе ледяные, подозрительные взгляды коллег по цеху и негласную предвзятость общества. Честное имя было возвращено на бумаге, но его сердце было разбито вдребезги. За ослепительным светом софитов и аплодисментами фанатов скрывалась страшная правда. Ли Сан-бо был абсолютно, фатально одинок. Судьба словно задалась целью забрать у него все, что было ему дорого. Он стал последним представителем своего рода. Смерть заходила в его дом трижды, не оставляя шанса на утешение. Сначала ушел отец, затем любимая мать, а позже он потерял и родную сестру. Представьте, человек, которого обожают миллионы, возвращается в квартиру, где его не ждет ни одна живая душа. Ли Сан-бо не пытался играть роль счастливого человека в интервью, он открыто признавался, что сражается с тяжелейшей депрессией. Эта борьба длилась бесконечно долго, целых 18 лет. Почти 2 десятилетия он поддерживал в себе жизнь лишь с помощью антидепрессантов и транквилизаторов. За считанные часы до того, как его найдут, в его жизни произошло нечто странное и пугающее. Ли Сан-бо зашел в свои социальные сети и методично, одну за другой, удалил абсолютно все записи. Каждое фото, каждое воспоминание, каждый след своего присутствия в этом цифровом мире. Это не был крик о помощи, это был тихий, осознанный и ясный сигнал. Человек стирал себя из памяти общества, которое когда-то так жестоко его осудило. Полиция Пхёнтхэка официально заявила, в доме не было обнаружено ни следов борьбы, ни посторонних людей. Однако точная медицинская причина, по которой сердце артиста остановилось именно в этот момент, так и осталась неразглашенной тайной. Семья актера обратилась к прессе с единственной, отчаянной просьбой не копаться в деталях его ухода. Они хотят, чтобы мир запомнил его как яркого, талантливого артиста, а не как жертву обстоятельств. 29 марта Ли Сан-бо обрел свой вечный покой в мемориальном парке города Чханана. Там, в тишине и спокойствии, он наконец-то воссоединился со своим отцом, матерью и сестрой, с теми, по кому он так невыносимо тосковал все эти долгие годы. Его история – это горькое и громкое напоминание каждому из нас о том, как легко разрушить целую жизнь одним ложным обвинением, и о том, как жизненно важно разглядеть настоящую, глубокую боль за ослепительным блеском софитов. Берегите тех, кто рядом, ведь иногда за улыбкой кумира скрывается самое черное одиночество –